Здесь многое решали друзья и первые клиенты, которые делали покупки. На самом деле без друзей я бы не справился. Ну и, собственно, место это просто принесло очень много знакомств. Не знаю, это была на самом деле просто помойка, когда мы туда зашли. Там были просто стены голые, куча мусора, огромный ящик жвачки. Там не было ничего. А уже через неделю мы сделали первую, так сказать, вечеринку. Это не была вечеринка в понимании, что какая-то тусовка. Это была больше встреча друзей, которые пришли опять-таки поддержать нас, что мы начали делать свой бизнес, так сказать, в Тель-Авиве. Было очень приятно. В принципе, раньше вообще не было никакого отбора вещей, которые мы принимаем. Мне писали, у нас есть какие-то вещи, их нужно забрать. Я приезжал с кем-то и забирал их. Без разницы, что это было. Это были вначале инвалидные кресла, стиральные машинки, швейные машинки. Куча вещей, которые просто были убиты или новые. Однажды вывозили одну женщину, нам позвонила ее дочка и говорит, у меня маме в Батьяме нужно вывезти около 40 пакетов вещей. Мы поехали туда. Понимали, что это будет русская женщина, но было интересно, какие вещи там будут, потому что у русских можно наткнуться на лютый винтаж какой-то. В общем, мы приехали, это были 40 пакетов абсолютно негодных, 40 пакетов таких мусорных, больших, абсолютно негодных вещей. Большинство из них уже протухли, они воняли просто чем-то лютым. Волонтеры, когда разбирали эти вещи, просто ужасающие, были недовольны. Мне было очень неудобно перед ними. В итоге мы большинство из этих вещей выкинули. В одном из этих пакетов был муравейник. Натурально муравьи в вещах устроили муравейник, там, видимо, была какая-то сладость. И они устроили в пакете муравейник. Вот. Вообще в этом месте очень много чего происходило. У нас было очень много волонтеров. Опять-таки, это друзья наши. Почему я их называю волонтерами? Потому что я им ничего не платил. Не было возможности заплатить, это, конечно, очень печально. Была бы возможность платить, конечно, платил. Ну, одну из волонтерш, можно сказать, расплатились эмоциями. А тогда то ли не было света, то ли она не знала, как включить свет. В общем, села и говорит, что-то у меня шуршит в штанах. Она включила фонарик на телефоне, а в штаны к ней забежала крыса. Она мне, когда об этом рассказывала, я подумала, я бы, наверное, умер на ее месте. В такой ситуации, закрытым в кабинке туалетной, метр на метр с крысой в штанах. Нет, Саня, не получится, я все вижу. Вообще, оглядываясь назад, я не понимаю, как это жило. То есть, было очень приятно, что я поставил на то, что пустить это на некий самотек, поддерживать на плаву финансово и давать людям делать абсолютно там все, что они хотят, не только потому, что мне хотелось дать им что-то делать, а еще потому, что я ни хрена не понимал, что им говорить, что им нужно делать, кто я такой, чтобы говорить им, что им нужно делать, потому что я сам в этом бизнесе, так сказать, новый. Вот. Поэтому это такой магазин был органический. Он для меня был похож больше на дерево. Мы закинули семечко, и оно начало расти. Мы чем-то его поливали, какими-то удобрениями. Вот. Иногда химией. И оно вот такое вот несуразное выросло. Не знаю. Как по мне, это очень отличный показатель того, что все может получиться, если просто делать. Ну, в плане получиться. Все может получиться, если нет какой-то определенной конечной цели.
наша цель была это просто-напросто создание какого-то... Да не было у нас никакой цели. Абсолютно. Знаешь, многие пытались определить нашу цель как-то это загнать в какие-то рамки, сказать: о, вы здесь делаете клуб, о, вы пытаетесь сделать секонд-хенд, о, это арт-пространство, о, это такое молодежное место для тусовок, о, что это? И на самом деле каждый раз, когда я заходил туда, я тоже думал: о, блять, что это сегодня? Мне это нравилось, я не знаю. Это было и игровым клубом, где можно было прийти поиграть на приставке, и секонд-хендом, где можно было купить себе вещи, и местом, где можно было встретить своих друзей. Было очень много конфликтов, но все они какие-то такие нелепые, как и планы сделать с этого места что-то грандиозное. Было, конечно, очень много желаний сделать что-то из ряда вон выходящее в тель-авивском движении. Собственно, не знаю, я считаю, что у нас это получилось, потому что сложно это определить как что-то конкретное. В то же время мне нравились люди, которые приходили и предлагали свои идеи. Вернее, не предлагали, они говорили, что нужно как делать. И как только я им говорил: давайте делайте, они сразу же исчезали. Но что меня обрадовало, было очень много людей, которые предлагали идеи. Когда я им говорил: делайте, они это делали. Прекрасное чувство, когда ты понимаешь, что в этом месте было очень-очень много израильтян. Именно людей, которые не пришли к нам из-за того, что мы друзья, знакомые знакомых, а просто люди, которые пришли за атмосферой. Пришли погрузиться в что-то непонятное для себя. Мне не нужны никакие деньги, чтобы снова строить чужую империю. Мне этого не надо, вот такая хуйня. Периодически становилось страшно. Страшно, что не выплатим аренду. Страшно, что, я не знаю, кто-то что-то себе повредит там. Потом нужно будет как-то с этим разбираться. Страшно, что к нам придет какая-то служба, я не знаю, налоговая, полицейская, какая-то инспекция и закроет нас. Очень не хотелось этого. И страшно было, потому что я этого ни черта не понимал. Кто может прийти и закрыть? К нам мог прийти любой чувак в форме и сказать мне, что у меня что-то не так. И, конечно же, он бы нас закрыл, и я бы ничего не сделал, потому что я не понимал бы, это правда или нет. С места событий, сауна 58. Завтра будет туса. Надо побриться. Юрий, даю штраф. И чё там? 100 бачей штраф мне въебали. Нихуя. Да, вот это действительно 320 момент, шекелей, чувак. да. Все, никакого нахуй. Это вообще надо будет убрать. Все. Потеряли девственность. Да, потеряли действенность штрафа. Ну, он мне уже 5 раз говорил, типа, бля, чувак, да, тут есть мусор, ты должен убирать, не кто-то, а ты, потому что ты отвечаешь. Бля. Мы его убирали периодически раз в неделю. Не кто-то, только ты. Ну, в смысле, мы тут сваливали шмоты, тут натурально бомжи мимо какие-то проходят, или просто те, кому не впадло. Они роются, какие-то шмотки себе достают, остаток потом идет на переработку, типа, или... Короче, куда надо, он шел, блядь. Ну, все нормально, типа, это должно было случиться. Ну да, да. Обидно, не с ним. Дерьмо случается. Пойдем. Так, не улетал. Место у нас было шикарное. Это проходная улица. Я очень сомневался в ней. То есть, когда мы нашли это место, я долго думал, что оно нам не подходит. Я думал, что это не совсем наше место. Эта улица, она
Она очень проходная, там постоянно много людей, но они никогда не останавливались, они шли. На этом месте нет абсолютно ничего, что может заинтересовать людей. Оказалось, это и сыграло роль. И у нас просто каждый день происходил какая-то смесь из клиентов, которые просто заходили посмотреть что-то, и из клиентов, которые реально заходили за покупками и за абсолютной херней. Мне кажется, в этом есть кайф такого места, когда в нем не придается ценность вещи по какой-то оценке с рынка. Вещи придается ценность исключительно на глаз продавцом, исключительно на глаз нашим работникам. В этом была круть. Не знаю. Масала. Чай масала. Чай масала, пожалуйста. Сбиваешь, This is only a test. Всем спасибо. Замена держи. Люди все-таки основное в этом месте это люди, которые, несмотря на ореол непонимания вообще, что происходит, они приходили к нам. Знаешь, я слышал от многих людей, что это очень маргинальное место и какое-то больше похоже на притон. И я скажу, что это мне нравилось, потому что это не было притоном. Это было шикарное место с очень приятной атмосферой, где все люди были без капельки агрессии, абсолютно свободные. И как раз люди, которые считали это притоном, они составляли бы какую-то часть агрессии и неприятия. Мне нравилось, что они сами просто удалялись и не приходили туда. Вообще это такой дом долбоебизма был абсолютно. У нас продавался чай, бились татуировки, пеклись блины, шились вещи, играла музыка. Наверное, проще перечислить вещей, которых у нас не было. У нас даже делалась мебель, у нас делался свет. У нас была какая-то мастерская, я не знаю, у нас была фабрика по производству абсолютно всего. Огромное количество людей связалось между собой. Наверное, в том, что это место у нас было на определенное количество времени, на полгода. Это и сделало такой лютый отрыв того, что всем
Всем хочется чувствовать себя здесь свободными, как в последний раз. Я бы хотел скучать по этому месту, но у меня нет какой-то ностальгии с этим помещением. Наверное, потому что я понимал, что все это происходит, и стремился просто насладиться моментом. Надеюсь, люди делали то же самое. Есть люди, которые очень скучают за этим пространством, очень хотели бы возобновления этого всего, но это невозможно, потому что это не только название. Это смесь абсолютно всего. Смесь личностей, смесь времени, смесь возможностей, которые были у меня в жизни, у других людей, у которых было время там находиться. Думаю, повторить это невозможно, но это и хорошо. Я благодаря этому месту убедился, что нет плохих людей. Все люди, они участвуют в общем деле. И если людям сказать, да ладно, им даже ничего говорить не нужно. Если им просто показать, что можно просто существовать вот так и не стараться кому-то что-то сделать херово, то можно так существовать. Для меня это место тотальной доброты, тотального взаимопонимания. В общем, об этом месте не рассказать, если там не находиться. Понимаешь, каждый день отличался от другого дня. Не хочется, чтобы этот фильм получился каким-то пафосным. Не хочется, чтобы он получился каким-то выебонистым, опять-таки. Это просто какая-то фиксация происходящего и благодарность всем людям, которые находятся в этом фильме. Потому что без людей, которые в этом фильме, ничего бы не получилось ни фильма, ни этого места. Сумасшедшее время. Не знаю, мне кажется, я так с такой толикой грусти говорю об этом всем. Но нет. Я все вспоминаю как реально какой-то сумасшедший полет. Причем полет над пропастью, с незнанием упадешь.